Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы приготовим торт Наполеон очень простым и быстрым способом. Для приготовления слоеного теста нам понадобится 125 грамм сливочного масла, 90 мл воды, щепотка соли, 250 грамм муки и 1 столовая ложка водки. Готовить мы будем в обычном блендере. Высыпем в него 250 грамм просеянной муки и 125 грамм холодного, слегка подмороженного сливочного масла. Жирность масла 82,5%. Добавим щепотку соли и измельчим все до состояния крошки. Проверим, не осталось ли больших кусочков масла. Посмотрите, как хорошо и быстро масло порубилось с мукой. Добавим 90 мл ледяной воды и 1 столовую ложку водки. Водку можно заменить на столовый уксус. Замесим тесто. Замешивать нужно недолго, до тех пор, пока масса не начнет собираться в ком. Для большого торта делайте двойную порцию. Тесто этим способом получается идеальное при минимуме усилий. Все, как видите, тесто готово. Осталось переложить его в пакет или завернуть в пищевую пленку. Руками тесто ни в коем случае вымешивать не нужно. Просто соберите все в комок. Отправим в холодильник на 30-40 минут. Приготовим заварную основу для крема. В сотейник разобьем 1 яйцо, добавим 150 грамм сахара, 50 грамм муки и все тщательно перемешаем, чтобы не было комочков. Можно добавить 1-2 столовые ложки молока из общей массы. Когда масса стала однородной, введем остальное молоко. Поставим на огонь. Время от времени нужно помешивать. Когда крем начнет густеть, мешать нужно непрерывно. Дадим прокипеть в течение 1 минуты. После чего перельем в сухую емкость. Добавим ванилин. Накроем пленкой в контакт и охладим до комнатной температуры. Достанем тесто из холодильника и разделим его на 6 частей. Если вы готовите двойную порцию, тесто также делится на 6 частей, только диаметр коржей будет уже 28-30 сантиметров. Раскатаем один из кусочков, немного присыпая рабочую поверхность мукой. Обрежем края. У меня диаметр 22 сантиметра. Наколем тесто ножом или вилкой в нескольких местах. Выпекать будем при температуре 210 градусов 7 минут. Духовка должна быть хорошо разогрета. Корж при выпекании немного уменьшится в объеме, но когда торт постоит, он восстановит свою форму. Один корж готов.
И так мы поступаем со всем остальным тестом. У нас получилось 6 замечательных слоистых коржей и 1 с небольшим из обрезков. Самый некрасивый корж мы оставим на посыпку. Приготовим крем. Забьем 100 грамм мягкого сливочного масла жирностью 82,5%. Забьем до пышного состояния. Далее добавим частями заварную основу комнатной температуры. Ну и вот крем готов. Соберем торт. Условно разделим крем на 6 равных частей и каждый корж перемажем кремом. Мне удобнее собирать торт в кольце, но это совсем не обязательно. Также удобнее перемазывать коржи, перевернув их вверх дном. Все, торт мы собрали. Из остатков сделаем крошку и украсим ею торт. У меня торт простоял при комнатной температуре около 3 часов. Это безумно вкусно и очень просто. Я уверена, у вас все получится. Друзья, оставляйте ваши комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Вам не трудно, а мне будет очень приятно. Я старалась. Всем здравствуйте! Сегодня я приготовлю торт Наполеон с очень нежными и хрустящими коржами по необычному рецепту. В миску просеем 350 граммов муки и отставим пока в сторону. Нарежем кубиками 200 граммов ледяного сливочного масла. Переложим его в блендер. Добавим часть муки. И измельчим в мелкую крошку. Можно просто натереть на терке или порубить вместе с мукой ножом. Вот такая получилась крошка. Соединим ее с оставшейся мукой и перемешаем. Ну а сейчас наш необычный ингредиент. Понадобится 150-200 мл ледяного светлого пива. Добавляем его постепенно. Должно получиться легкое, но не липкое тесто. Замешивать его нужно быстро. Вначале я это делаю ложкой, ну а затем руками. Сформируем комок и завернем его в пищевую пленку. Можно использовать пакет. Тесто уберем в холодильник на 30-40 минут. Тесто можно хранить в холодильнике до 3 суток или заморозить. Готовое охлажденное тесто
Разделим на 6 или 8 частей. Количество зависит от желаемой толщины и размера коржей. Я делю на 8 частей для коржей размером 22 сантиметра. Чтобы масло в тесте не таяло, держите кусочки в холодильнике. Каждый кусочек раскатаем в тонкий круг или прямоугольник. Толщина 2-3 мм. Подровняем края, используя тарелку или форму. Остатки теста сохраняйте. Я буду выпекать по 2 коржа одновременно. Данный диаметр мне это позволяет сделать. Коржи при выпекании немного уменьшатся в объеме, но когда торт постоит, он восстановит свою форму. Проколем тесто вилкой, чтобы оно не пузырилось. Выпекать мы будем в предварительно разогретой духовке при температуре 210 градусов Цельсия 7-10 минут. Коржи получаются очень нежные. Пиво придает им красивый золотистый цвет и легкую пикантность. При этом запах пива не чувствуется. У меня получилось 8 коржей, плюс 2 я приготовила из обрезков. В дальнейшем я выберу менее удачные коржи и измельчу их в крошку. Приготовим крем. Нам понадобится 2 яйца, 200 граммов сахара и 30 граммов кукурузного крахмала. Все это перемешаем до однородного состояния и добавим 400 мл молока. Молоко можно предварительно подогреть до горячего состояния, чтобы ускорить процесс заваривания крема. Варим на среднем огне, постоянно помешивая до загустения. Добавим ванилин и охладим крем до комнатной температуры. Далее я покажу 2 варианта крема. Первый крем-дипломат и второй сливочный. Забьем 300-400 мл охлажденных сливок высокой жирности. И добавим к ним частями холодную заварную основу. И второй вариант. 200 граммов мягкого сливочного масла жирностью 82,5%. Взобьем до пышного состояния. И далее введем частями заварную основу комнатной температуры. Я лично предпочитаю второй вариант. Также вы можете приготовить крем из сгущенного молока и сливочного масла. Сейчас все довольно просто. Каждый корж мы перемазываем кремом. Коржи я слегка придавливаю.
Торт на пиве отличается своей нежной структурой, слоистостью и золотистым оттенком. В целом он считается более изысканным и легким в приготовлении. Друзья, оставляйте ваши комментарии, ставьте лайки. Нам будет очень приятно. Спасибо вам за просмотр и большой удачи!
Proviamo a fare comunque